Несколько дней назад Леонид Волков и Дмитрий Колезев подняли, на мой взгляд, очень важный вопрос, и я хочу сегодня обсудить его у себя на канале. Во-первых, российская оппозиция, если не игнорирует, то, по крайней мере, совершенно не работает с очень большой и очень нужной нам аудиторией, родными и близкими мобилизованных. А с этими людьми необходимо разговаривать. Следует доносить до них простую мысль. Пока Путин президент, их мужья, сыновья, отцы живыми домой не вернутся. Это никакая не манипуляция, не политтехнология, а прямая причинно-следственная связь. Как верно говорит Леонид Волков, власти заняты лишь тем, что затыкают голоса жен и матерей мобилизованных. С ними очевидным образом поступают несправедливо, а люди это чувствуют. Добавим к этому еще одну совершенно очевидную несправедливость. Путин, щедрая душа, подписал пачки помилований уголовникам, которые навоевали себе свободу в Украине, а теперь через день кого-то убивают, жгут и насилуют уже в России. Миловать мобилизованных Путин, напротив, совершенно не намерен. Ему они нужны для того, чтобы дотянуть сначала до своего переизбрания, а потом до американских выборов. Когда окажется, что даже голосование в США никак Путину не помогло, он придумает себе еще какую-нибудь дату, до которой надо непременно доехать на крови российских граждан. И об этом надо говорить с людьми, которые заинтересованы в том, чтобы эта кровавая вакханалия как можно скорее закончилась. Им не нужны какие-то Херсоны и Запорожья. Им нужно, чтобы родной Саша, Дима или Боря возвратился наконец домой, живой, с руками и ногами и с не поехавшей окончательно крышей. Во-вторых, как верно заметил Дмитрий Колезев, России не хватает голосов, которые продвигали бы понятный гуманистический и общеобъединяющий лозунг «Верните мобилизованных домой». По сути, этот лозунг означает ровно то же самое, что и требование вывести войска из Украины. Без мобилизованных Путин свою спецоперацию продолжать не сможет. Вернуть людей домой – это и значит завершить войну. Сегодня вновь поговорим о россиянах, которых мобилизовали на войну. Кого-то отправили на фронт с помощью прямого обмана, пригласили в военкомат, чтобы проверить документы, а назад не выпустили. Другие плохо знали законы и свои права, это те, кто пошли в армию, потому что испугались тюрьмы. Были, конечно, и такие, кто решил, будто интересы Путина – это то же самое, что интересы Родины, которые нуждаются в вооруженной защите. Мобилизованным поначалу обещали огромные оклады, региональные надбавки, дополнительные суточные выплаты, подъемные средства и внушительное разнообразие всевозможных премий. Путин и Шойгу лично гарантировали, что все мобилизованные сначала пройдут тщательную военную подготовку, а потом отправятся охранять склады, таскать ящики и ходить в патрули в глубоком российском тылу. Именно об этом шла речь. Дескать, с помощью мобилизованных граждан армия сможет высвободить многочисленных контрактников, занятых обеспечением тыла. Контрактники пойдут в атаку и добудут славную победу, а те, кого мобилизовали, подежурят вдали от передового края. Хорошо проведут время и отлично заработают, типа. Но чего стоят все путинские обещания, если он до этого лично и через своего пресс-секретаря прямо заявлял, что мобилизации не будет? Ничего не стоит. Сотни тысяч людей загнали в окопы воображаемыми пряниками и реальным кнутом. Многие уже искалечены или убиты, или пропали без вести в самоубийственных пехотных атаках. Вся Россия познакомилась с новым понятием «мясной штурм», которого нет ни в одном военном словаре. А что же выплаты? Выплаты смертникам и их семьям доходят не всегда, не всем и редко когда в полном объеме. Тех мобилизованных, кто еще жив, уже заранее списали. Сказано на официальном уровне, они будут гибнуть на передовой, пока не кончится война. Что на самом деле означает следующее. Мобилизованные будут воевать до тех пор, пока они сами не закончатся. Сейчас, спустя 600 дней войны, многие наши сограждане начинают забывать, как вообще началась так называемая специальная военная операция. Государственные телеканалы и радио целенаправленно на это работают. Занимаются переписыванием истории, так это называется в кремлевской терминологии. Вспомним, как было на самом деле. Ведь было не так давно. В 20-х числах февраля Владимир Путин сделал не одно, а два разных обращения к гражданам России. В первом своем выступлении от 21 февраля президент почти час занимался нагнетанием. Казалось, что вот еще секунда, и он объявит Украине войну.
Однако в конце обращения Путин объявил лишь о признании суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем в непризнанные республики вошла российская армия. И, казалось бы, все. На этом ситуация себя исчерпала. Тогда едва ли не вся наша страна вздохнула с облегчением. Никто в России не хотел воевать. Все думали только о том, чтобы поскорее уже закончилась пандемия и вернулась нормальная жизнь. Сейчас Владимир Соловьев и его друзья рассказывают своей аудитории альтернативную версию истории. Дескать, Украина и НАТО еще аж 17 февраля 2022 года начали что-то вроде операции «Багратион». Мол, вся мощь их артиллерии обрушилась на ЛДНР настоящим огненным валом, а затем ВСУ пошли в широкомасштабное наступление. Путин, дескать, никакой инициативы в развязывании войны вовсе не проявлял. Не мы напали, на нас напали, они первые начали. 17 февраля нацистское копье натовских войск вонзилось вплоть Донбасса. Соловьев со своими коллегами по цеху может придумывать все, что угодно. Это их работа. Они сами в сыром окопе не окажутся. Их никто в мясной штурм не бросит. Они не рискуют не то что потерять конечности на фронте, даже просесть в уровне жизни в тылу не рискуют. Их родные также обладают полным иммунитетом от всех прямых последствий той войны, которую они поддерживают. Работа Соловьевых и Киселевых, Симоньян и Киасаян, Поповых и Скобеевых, работа всей этой ватаги состоит в том, чтобы подвести какую-то идейную базу под массовую гибель россиян. В теплых студиях и за отличную зарплату теле- и радиоведущие придумывают и продвигают в массы какую-то такую версию событий, при которой российские граждане погибают ради чего-то правильного и с какой-то пользой. Но нам-то память не отшибла. 17 февраля, когда Украина якобы начала наступление, никакой войны еще и в помине не было. Даже пресловутый УАЗик на Донецкой парковке еще не был взорван. Это случится только на следующий день. Сейчас обсудим дальнейшие события, но сперва прорвемся на небольшое некоммерческое объявление. Посмотрите, пожалуйста. Когда началась война в Украине, в детский хоспис «Дом с маяком» стали обращаться украинские беженцы. Сначала за медицинской помощью, затем в хосписе появилась группа волонтеров, которые стали помогать в поиске работы и оформлении документов, оказывать гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Так появился фонд «Дом с маяком». За 1,5 года он помог более 20 тысячам украинских беженцев. Теперь он расширяет программу помощи и готов помогать не только приехавшим из Украины, но и беженцам из Нагорного Карабаха. Фонд готов помочь людям, въехавшим в Россию после 25 сентября и имеющим прописку в Нагорном Карабахе. Меня смотрит много людей. По возможности распространите информацию о фонде «Дом с маяком» в чатах, где могут быть беженцы из Нагорного Карабаха, которые планируют ехать в Москву или Московскую область. Фонд помогает одеждой и обувью, едой и лекарствами, оплатой медицинских исследований. Дают одеяло, подушки, гаджеты для учебы и работы. Среди волонтеров фонда есть юристы, психологи, парикмахеры и даже священники. Все они готовы оказать нуждающимся всю посильную помощь. Нужно лишь, чтобы те, кому эта помощь нужна, узнали о такой возможности. Так что, пожалуйста, расскажите, если можете, и знаете таких людей или такие чаты. Чтобы получить помощь, нужно лишь заполнить анкету. Ссылку на нее я дал в описании. Также фонду «Дом с маяком» нужны волонтеры-кураторы. Именно с их помощью фонду удается помогать большому количеству беженцев. А если вы живете в Москве, и у вас есть вещи, которыми вы можете поделиться, отдать, которые можете беженцам, одежду, обувь, вещи для дома в хорошем состоянии, приносите их, пожалуйста, на склад фонда. Если вы хотите стать волонтером или принести вещи, вся информация по ссылке в описании. 21 февраля вышло первое обращение Путина. 22 февраля Путин ввел войска в ДНР и ЛНР. В тот момент, согласно собственной же логике, он свою миссию выполнил. Защитил Донецк и Луганск, гарантировал их безопасность с присутствием российской армии. Мы здесь оценивать правомощность действий Путина не будем. Это важный, но отдельный вопрос. Факт в том, что во вводе войск в так называемые ДНР и ЛНР в этом действии была своя внутренняя логика. Мы с ней не согласны, но хоть можно и объяснить, что она какая-то была. Я хочу защитить самопровозглашенные республики, я ввожу в них регулярную армию под официальным российским флагом. Теперь республики надежно защищены, уж теперь-то точно никакой войны не будет. Но после этого последовало уже второе обращение Путина, 24 февраля.
И не нацистское копье вонзилось вплоть Донбасса, а российская армия зачем-то двинулась вглубь Украины аж по 8 направлениям. Не Байден, не Шольц, не Макрон и не Зеленский, а наш верховный главнокомандующий инициировал широкомасштабное наступление и вертолетные десанты на чужой территории, в которых он умудрился за считанные недели угробить самые боеспособные части кадровой российской армии. Мы прекрасно помним десятки видео с колоннами российской техники, которая по указке Путина даже не пошла, а прям-таки ломанулась к Киеву, Харькову, Чернигову и другим украинским городам. Городам, которые на минуточку находятся совсем не на Донбассе, который Путин вроде как собирался зачищать. В те дни в больших количествах горела новейшая российская военная техника. Горели синим пламенем и все жертвы, на которые шел Путин ради постройки танков и бронемашин. Поликлиники, детские сады и автодороги. Всю страну ограбили ради этой бронетехники, лишь за тем, чтобы Путин все это военное имущество моментально ухайдокал, решив, что он с наскоку может захватить вторую по площади страну в Европе. Но самое главное, в первые же дни войны погибли не только тонны сверхдорогого железа, но и тысячи людей, как украинских граждан, так и российских солдат. За 7 месяцев Путин благополучно расправился с контрактниками. Хотя бы на этом этапе можно было бы закончить войну и уйти из Украины. Не по каким-то даже высокоморальным причинам, а потому что воевать больше неким. Но Путин вместо завершения бессмысленной войны взялся за народ. Хотя перед этим все 20 лет россияне Путину особо-то не были нужны. Они его лишь раздражали. То им асфальт положи, то плотину почини, то школу отремонтируй. Вечно у них все не так. То пожар, то паводок, то дети болеют, то пенсионеры голодают. Бедный геостратег, уж глаза бы его не видели, этих назойливых граждан. Ну вот геостратег своими руками убил об Украину российскую армию. Параллельно с этим он еще и извел почти все мужское население Донецка и Луганска, которое пришел вроде как защищать. Геостратегу вдруг страшно понадобились россияне. Выяснилось, что у россиян перед Путиным накопился какой-то там гражданский и воинский долг. А долг этот, видите ли, обязывает умирать ради целей, которые, я напомню, меняются чуть ли не еженедельно. Путин начал эту эпопею. Путин ее с треском провалил. А получать увечья и погибать должны остальные российские граждане, о существовании которых царь вдруг вспомнил. У Владимира Путина и работников пропаганды есть манера, к месту и не к месту, чаще всего не к месту, поминать понятие «геноцид». Мы не будем прибегать к подобной манипуляции, благо что в российском языке достаточно слов, чтобы охарактеризовать путинскую политику. Например, народоубийство. То, что Путин делает с Россией, а заодно и с Донбассом, это народоубийство. Путин, конечно, цели перед собой такой не ставит. Не формирует айзацгруппы и зондеркоманды, не строит специализированные лагеря, хотя отдельные товарищи из пропутинских СМИ призывают к этому. Но какие бы цели нынешний президент не ставил, и как бы он цели спецоперации не перетасовывал, в результате получается именно что народоубийство. В Украине гибнут десятки тысяч людей, в основном на том самом Донбассе. Гибнут мирные жители от обстрелов, гибнут украинские военные. Каждый день погибают россияне. Кто не гибнет, возвращается бесконечностей, и из кормильца превращается в обузу для собственной семьи. Кто мог еще лет 20-30 работать и платить налоги, становится иждивенцем, чье существование зависит от пособий. Помнится, в 2018 году пенсионный возраст повысили под предлогом нехватки работающих граждан. Спустя 5 лет Путин разбрасывает с россиянами так, будто он не президент России, а хан Золотой Орды, для которого Россия не родная страна, а завоеванная территория. Пока Путин у власти и чувствует себя достаточно уверенно в президентском кресле, никто мобилизованных домой не вернет. И мобилизацию не закончат. Путин намерен расходовать имеющийся личный состав до перевыборов в марте 24-го. Если он преодолеет процедуру голосования без Сучка и без Задоринки, если в марте 24-го у Путина не возникнет никаких видимых затруднений с преодолением барьера и продлением полномочий, ему обязательно хватит наглости начать новую волну мобилизации. Не объявить открытую, так просто начать не объявляя, ведь указ о мобилизации действует, никаких дополнительных объявлений Путину не требуется. Публично брать на себя ответственность ему незачем. Ему требуется просто нагнать в окопы новых людей взамен выбывших. Убитую кадровую армию он заменил мобилизованными. Убитых мобилизованных заменит новыми мобилизованными.
Конвейер смерти с односторонним движением. Сказано же, кто попал на войну, тот домой не вернется до ее окончания. Путин же собирается воевать еще минимум до 25 года. В ноябре 24-го выборы в США, и, может быть, в 25-м в Белый дом въедет Трамп. И, может быть, по какой-то причине Трамп решит с Путиным договориться о разделе Украины. Одно фантазийное допущение на другом. Но ради этой фантазии Путин намерен продолжать войну. К американским выборам уже никого живого и здорового из первой волны мобилизации не останется. Будет расходоваться уже следующая волна. Требовать вывода войск прямым текстом готовы далеко не все граждане России. Кому-то боязно, а кому-то может показаться, что таким образом он выступит против своей же страны. Это, конечно же, не так. Именно в интересах России уйти из Украины. Выступать за вывод войск значит придерживаться именно пророссийской позиции. Но не каждому россиянину эта логика очевидна. Зато формулировка «верните мобилизованных домой» понятна и близка всем. И либералу, и коммунисту, и монархисту, и националисту. Даже человеку без каких-либо политических пристрастий вообще. Это не столько политический лозунг, сколько гуманистический. Ясное требование восстановить нарушенную справедливость. Кто в России, кроме Путина и, может быть, Соловьева и его компании, может быть против того, чтобы наши люди вернулись к своим семьям? Да никто. Граждан, мобилизованных на так называемую СВО, сотни тысяч. У большинства есть родные, друзья, знакомые, коллеги по работе. Вместе это миллионы людей. Если каждый из них поймет, что их голос против Путина увеличит шансы на выживание и приближает возвращение их близких домой, то они придут и проголосуют. А потом еще и защитят свое волеизъявление, а до этого многих других убедят. Нам надо говорить с ними. Во-первых, это необходимо для общего дела. Во-вторых, это просто правильно, ведь они наши сограждане. Если у вас есть такие знакомые, покажите им это видео. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.